Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Неделю моды в Париже традиционно открывает именитый французский дом Кристиан Диор показом коллекции «Весна-лето 2025». Креативный директор Мария Грация Кюри, похоже, до сих пор пребывает в эйфории от летней Олимпиады и продолжает исследовать тему античности, объединяя все с современными спортивными мотивами. На этот раз в объективе ведущего дизайнера Dior римская богиня охоты Диана, точнее ее статуя, хранящаяся в Лувре. То есть в роли музы, вдохновившей Кюри на создание весенне-летнего гардероба, оказалась независимая, сильная духом, смелая женщина-воительница из древней мифологии, покровительница первозданной природы и лесных животных. Поэтому не случайно для участия в шоу креативный директор бренда пригласил Софию Дженевру Жани, больше известную как Сак Наполи. Многопрофильная художница из Италии, работающая на грани видео, скульптуры, инсталляции и звукорежиссуры, а еще успешная спортивная лучница. Специально для презентации новой линейки Dior она нарисовала мишень в виде глаза и на протяжении всего показа стреляла в нее из лука. Само модное действо устроили в садах Парижского музея Родена. А столь эффектное зрелище происходило внутри прозрачной стеклянной конструкции, установленной под огромным шатром в центре фэшн-пространства, чтобы выпущенные стрелы случайно не ранили зрителей и моделей. Ничего подобного ранее на подиумах не наблюдалось. По отзывам гостей, шоу смотрелось не только впечатляюще, но и создавало идеальную атмосферу, точно трактующую главную тему коллекции. Нынешний гардероб на весну в исполнении Кюри – это смелый шаг в сторону от исторической элегантности дома. Неожиданный поворот от наследия Dior прямо в область, которую можно описать только как спортивная одежда. Бренд, который когда-то подарил нам великолепный образ New Look, теперь предложил нам то, что можно было бы великодушно назвать высококлассными нарядами для похода в спортзал. Однако модельер утверждает, связь между телом и спортом – это важный аспект, который нас всех объединяет. Дизайнер напоминает, современной женщине нужно быть не только модной, но и очень активной. Так что в своей творческой работе Мария Грация погрузилась в архивы, в историю спортивной одежды дома моды. В частности, это стильные образы от основателя Кристиана Диора, который с раннего возраста видел, как его мать занимается спортом, верховой ездой. Уже в 40-х прошлого столетия он создавал лыжную одежду и купальные костюмы, а для сезона осень-зима 1951-52 представил знаменитый наряд «Амазонка». По мнению Кюри, ничто другое не может быть так удобно в повседневном гардеробе, как спортивные вещи. С легкой подачей дизайнера современные амазонки Dior теперь носят боди, майки на одно плечо, куртки мотогонщиков и шорты боксера, платья-рубашки и комплекты со множеством парашютных ремней, обновленную версию жакета-бар и наряды из технологической сетки, трикотажные либо кожаные комбинезоны. При построении силуэта традиционно ставка сделана на приталенный вариант «песочные часы». А еще Мария Грация предложила известный по прошлой весенней линейке прием, раскроив верх одежды так, чтобы он лишь слегка, а не вульгарно, не спадал с одного плеча. Коллекция не блещет разнообразием оттенков. Модный ряд построен на 3 нейтральных цветах – черном, белом и бежевом, которые хорошо смотрятся как в монохромном исполнении, так и в контрастных сочетаниях. Лишь однажды, словно исключение, мелькнут на подиуме красный, серый и джинсовый синий. Спортивную тему поддержал шахматный принт, повторяющий двухцветный узор-клетку, которую можно встретить на гоночных флажках. Акцентным элементом в каждом луке стали белые полоски с графическим логотипом бренда. Эти вертикальные линии добавили коллекции динамики спорта и никоим образом не затронули права компании Adidas. Мотив из 7 полосок был вдохновлен графическим вытянутым изображением Dior в стиле оп-арт, разработанным еще в начале 70-х. Немалую роль в создании стильного аутфита, конечно же, сыграли аксессуары. Сегодня это трикотажный ободок-повязка, панама, очки-маска в массивной пластиковой оправе, кожаные перчатки, всевозможные модели сумок, в том числе похожие на колчан для стрел. Обувь в спортивном стиле, где я отдельно отмечу кроссовки с высокой шнуровкой, напоминающие гладиаторские сандалии. В них девушки вышли на подиум в заключительной части модного шоу. В финале показа прекрасные амазонки появились в очаровательных платьях Макси, достойных быть нарядом мифологической Дианы. Нотки вечернего гламура дизайнер добавила спортивным боди и юбкам, украсив их бисерной бахромой, кристаллами и пайетками. В комментариях к шоу прозвучала такая фраза:
Мифы говорят нам, что нужно отказаться от своей женственности, чтобы быть сильной и правой. Но сегодня коллекция Dior успешно перевернула эту идею. Не нужно отказываться от своей силы, чтобы быть женственной. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! С интересом жду обсуждения образов новой линейки на теплый сезон в комментариях к видео. От души спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, хорошего дня, позитива и даже в пасмурный день только яркого, солнечного настроения!